Всем привет! Сегодня давайте посмотрим на такую тему, как крики его души. Для личного расклада обращайтесь ко мне на WhatsApp или в Instagram. Так, я так понимаю, что здесь, скорее всего, с этим мужчиной у вас тупиковая ситуация. Да, возможно, блокировка. Так, давайте посмотрим. Кто будет спрашивать, где продолжение расклада? Продолжение будет находиться на YouTube-канале Империя Таро. Итак, загадайте своего мужчину. И поехали. Крик его души. Так, какой мужчина к нам сегодня придет? Так. Ага. Ну, мужчина сильный, я вам скажу. Мужчина сексуальный, харизматичный. Мужчина тот, который, да, нуждается в помощи. Да. Вообще мужчина, конечно, который самоутверждается за счет женщин. Женщины здесь любят сильных, сексуальных таких вот, да. По отношению к вам этот мужчина, да, я вам скажу, скорее всего, этот мужчина считает, что вы на него давите каким-то образом, да. Он видит в вас, например, очень сильную женщину, все равно здесь к вам испытывает страсть. Помимо этого, как я и ранее говорила, нуждается в вашей помощи. И еще могу сказать, что какой-то, скорее всего, здесь еще есть долг перед вами. Так, и еще добавлю, что это мужчина относится к тем, который не признает свою вину. Понимаете? Вот такой вот здесь какой-то еще мужчина. Так, ага. Ну, мужчина тот, который обманул женщину. Здесь мужчина здесь хитрый, манипулятор такой вот, да. Помимо этого демонстрирует себя таким очень жестким мужчиной, который вообще, с которым невозможно договориться. Не исключая того, может, это ваш бывший император, да, ну, как супруг. И еще могу добавить то, что этого мужчину может раздражать, то, что вы на данный период времени женщина самодостаточная, да, но все равно он эту женщину, ну, вас, он, конечно, обхитрил, обманул. Вот такой вот здесь альфонсик. Итак, давайте будем смотреть, о чем же кричит его душа. Ну, давай, поехали. Знаете, что, о чем его душа говорит, да? То, что, скорее всего, этот мужчина вам... Ваш был кармический партнер, да. Еще могу добавить, возможно, это духовный ваш учитель, да. От него много, но он принес вам много здесь обид, боли принес. Причем этот мужчина, я вам скажу, когда, я так понимаю, что он с вами здесь очень плохо поступил, возможно, даже и предал, да. Мужчина здесь такой двойственный. Помимо этого, на данный период времени, я вам скажу, этот мужчина все равно получает свои уроки за свои плохие поступки. Понимаете, урок заключается в том, чтобы он научился нести ответственность за свои поступки. И на данный период времени он все равно эту ответственность какую-то он несет. Так, ответственность за свои прошлые игры, за свои все плохие поступки. Сейчас он стоит, понимаете, отвечает. Так, а именно какие, интересно? Поделись, какие ты сейчас на данный период времени проходишь уроки. Так, уроки с чем было связаны? Ну, уроки связаны с тем, что одна женщина здесь, скорее всего, это вы, не исключая того, да, с которой от него закрылась. Этот мужчина проходит уроки, связанные с выбором, да. Вот здесь мужчинка такой проходит уроки чувств, зрелости, да, такой тоже, не исключая, какие еще ты на данный период времени уроки проходишь. Так, уроки того, что этот мужчинка доигрался. Уроки эти могут быть с чем связаны? Во-первых, со здоровьем могут быть большие проблемы, возможно, проблемы здесь с потенцией. Помимо этого, ну, здесь мужчинка догулялся, доигрался. Помимо этого, нести ему сейчас очень тяжело, да, что у нас здесь так. А здесь, я так понимаю, здесь мужчина отказался от каких-то стабильных отношений, возможно, даже от брака, такое тоже не исключаю, да, либо от каких-то, может, вы вместе с ним работали, но вот где-то вот была вот ваша стабильность, да, он от этого отказался, и на данный период времени сейчас у него такой вот сложный период времени. Понимаете как? Он может лежать в больнице, может быть морально просто убит, ну и физически здесь пострадал, тяжело. Так, что у тебя на сердце? Ну-ка, говори. Так. На сердце у него, знаете, что он хочет все-таки заработать денег здесь, стать очень властным мужчиной, мужчиной состоятельным. Помимо этого, хочет постоянно куда-то двигаться, ездить, понимаете? Может быть, карьерный рост какой-то. Но здесь основное, чтобы его потенция, да, во-первых, физически у него со здоровьем не было проблем, во-первых. И, ну, конечно, здесь первое деньги. Деньги, ищет деньги здесь. Вот больше его материально интересует. Так, что у тебя еще на сердце? Ну-ка, скажи. Так, нужда какая-то есть здесь. Нужда есть
На сердце у него здесь, правда, на сердце у него прям боль такая вот, тоска, понимаете, нужда какая-то, нищета духовная. Это все связано с женщиной. Женщина здесь, которая, не исключая того, то, что это связано с той женщиной, которая, оказавшись в любовном треугольнике, взяла и покинула эти отношения. Вот эта боль связана именно с этой женщиной. Это может быть вы и другая, я не знаю. Но, скорее всего, я так думаю, что это вы, понимаете, которой он причинил боль. Он мог ее оставить в самый тяжелый период времени, понимаете? Женщину оставить в безвыходной ситуации. Причем эта женщина, я думаю, то, что это вы, она очень гордо поступила. Эта женщина, она не эту женщину, которую предали, оставили в очень трудной жизненной ситуации. Но эта женщина, понимаете, это королева жезлов. Это женщина, которая не будет бегать за мужчинами. Это женщина та, которая уважает себя. Она не будет стелиться перед кем-то. Она собралась и пошла дальше. Так, ну давай рассказывай, что у тебя еще там на душе. Так, что у тебя на душе? На душе у него есть женщина. Женщина та, которая, возможно, от него отвернулась. Это женщина, которая его любила, понимала, да? Женщина, которая полностью растворялась в нем. Женщина такая вот очень добрая. Женщина, которая поддерживала, помимо этого, очень эмоциональная. Эта женщина на данный период времени его к себе не подпускает. А этот мужчина хочет ворваться в ее жизнь. Понимаете как? Возможно, хочет приехать. Так, для чего ты хочешь к этой женщине приехать? Ну, с этой женщиной, во-первых, он, это, я так понимаю, с вами хочет выйти на контакт после долгого молчания. Здесь мужчина все равно хочет эти отношения вывести на какой-то другой уровень, помириться с вами, понимаете? Так, зачем тебе мириться с этой женщиной? Ну-ка, говори. Так, почему? Потому что, знаете, что этот мужчина ничего не добился. Он просто разочаровался тем, то, что, я так понимаю, здесь мужчина рассчитывал, что вы его позовете обратно, не получил этого. Понимаете, что эта ситуация его раздражает, то, что вы от него закрыты здесь. Женщина здесь ушла своей дорогой, я так понимаю. Мужчина эта ситуация очень сильно злит, но и помимо этого разочаровался, понимаете, даже не исключая того, что никого к себе не хочет подпускать к этой женщине. Ну, соответственно, к вам, да, здесь проигрывается такая вот ненависть, злость. Так, почему ты, интересно, так, душа, говори, почему ты на эту женщину злишься еще? Почему? Почему? Потому что эта женщина была моя самая главная. Ты понимаешь о том, что да, я знаю то, что я двойственная, эта женщина мне как родная. Может быть, вы являетесь матерью его детей, может быть, вы его бывшая супруга. Но, может быть, вы знаете кто, может, даже и любовница такая, да, вот, ну, настоящая женщина. Почему он на вас злится? Потому что сейчас перед вами, наоборот, мир раскрылся, да, и перед вами новые горизонты есть. То, что не исключено, то, что помимо него у вас есть уже и другие варианты. Понимаете, что... То, что вы ему родная женщина, с вами все равно здесь была такая стабильность. А почему ты злишься-то на нее? Почему? Потому что она тебя больше как мужика не разглядывает, не рассматривает. Чего ж ты злишься? Ну, женщина здесь, понимаете, что он злится, что он здесь, возможно, совершил такую ошибку, как... На его горизонте появилась здесь другая женщина, поманила его, да, соблазнила его, он как дурак повелся, понимаете, что мозги в тот период времени не работали здесь, он только повелся на сексуальность, на страсть, его там заманили, как-то так, что, не подумав, ушел, ну, может, даже и вы помогли ему, понимаете, выйти из этого. Хорошо, тебя дьявол поманил, и что с этим дьяволом на данный период времени у тебя? Ну, а знаете, что я вам скажу, он говорит о том, то, что... Я на тот период времени, когда уходил, в тот период времени я был влюблен, да, я искал новые чувства. Почему? Потому что я этого хотел. Но почему-то, еще могу сказать о том, то, что к вам на тот период времени у него чувство, он думал, то, что это конец, все, вы ему не нужны здесь. Но и помимо этого еще какая-то произошла трансформация в тех отношениях. Что за трансформация у тебя произошла там? Так, ага. Нет, это все-таки, знаете, как еще могу добавить, что да, эта женщина новая появилась, не исключая, что эта женщина приложила много усилий, как вот и магия здесь была, да, после чего здесь мужчина все-таки собрался с ней идти в будущее, ничего не могу сказать, но помимо этого какие-то у него появились страхи относительно этой женщины, относительно своего будущего. Так, ну-ка, душа, говори, а что за страхи у тебя, почему сомнения, почему у тебя такие вот волнения, что с тобой, почему ты не можешь спать, не есть, ничего, что с тобой не так? Так... Понимаете, что он говорит о том, страхи были связаны с тем, что на меня после этого, как я сделал неправильный выбор, а это, скорее всего, вы были близкая женщина для него, но даже если вы не состояли в браке, да, все равно с этим мужчиной вы были счастливы, по крайней мере, он так считает, да, и он понимает то, что сейчас выбор сделал он неправильный, да, тем самым ушли вы на него сильно здесь обиделись, понимаете, что хотя вы женщина такая, которая и денежки умеет заработать, да, и стабильность, которая давала ему... Все давала ему, но здесь пацан не захотел, понимаете? Итак, что у тебя на сегодня еще, что твоя душа еще этой женщине скажет?
Злится на вас, злится, эго его задето, понимаете, что он так хочет здесь оказаться в вашем, опять вернуть все, как было раньше, но этого не получается. Здесь он говорит, что злит его, что вы не признаете его тем самым мужчиной. Понимаете, раньше, говорит, я для тебя был как солнышко, как бог, а теперь ты меня не признаешь. И меня эта ситуация прям сильно злит. Я за тобой слежу здесь. Вот во мне столько злобы сидит внутри, но все равно мне было с тобой хорошо. Ты такая яркая, красивая. Но еще я тебе скажу, что ты на данный период времени, я чувствую, что ты теперь мной начала манипулировать. Я вижу, что тебе хорошо без меня. Так, ну и еще я тебе скажу, меня бесит, меня бесит, что ты не даешь мне шансов не даешь. И еще меня бесит то, что мои манипуляции с тобой больше не работают. Что ты еще хочешь сказать этой женщине? Так, ты со мной поступила по справедливости, я знаю, что я это заслужил. Я знаю, что ты со мной почему конфликтовала. Сейчас, возможно, у нас с тобой конфликты идут, такая вот борьба. Даже, может быть, незаметная борьба, да, на расстоянии. Я знаю, что ты, когда со мной была, может быть, и у нас с тобой, и у меня, и у тебя была ревность, но я в тебе видел соперника. А сейчас, на данный период времени, ты со мной вот борешься. Это за то, что ты со мной правильно поступаешь. Все я получил по справедливости. Да, почему? Потому что я в эти отношения не вкладывался и не работал над ними. Так, а почему ты не работал в этих отношениях? Почему? Ну, потому что здесь произошли кардинальные перемены. Здесь судьба ворвалась, да. Ну, это еще говорит о том, понимает, да, то, что это кармическая была ситуация, которую невозможно было изменить, да. Какие-то скоропостижные такие произошли изменения в ваших отношениях. Так, что ты еще хочешь сказать? Так, а высший суд, с чем это связано? Ну-ка скажи, с тем, то, что... С чем это связано? Ну, с тем, то, что ты, возможно, меня ждала, а потом... посмотрела на меня как на дурачка и пошла своей дорогой. Ты сейчас, у тебя открылась новая жизнь, да? Какой-то новый этап. Ну, вроде у тебя все хорошо, я смотрю. Если у вас есть дети, да, с ним совместные, то дети, скорее всего, рядом с вами. Так, что ты еще хочешь, душа, сказать этой женщине? То, что он уходит. Ага, то, что прям, знаете, здесь какие-то... Тот уход, который произошел из-за этой женщины, да, либо вы ему помогли уйти, либо он сам, но он все равно добавляет, даже если вы ему помогли выйти из этих отношений, ну, предположим, вы его выгнали, да, и он пошел, и он этот совершил шаг на эмоциях, понимаете как? Так, а что это? И еще какая ясность пришла к тебе? Пришла какая ясность? Ну, что он ничего этим не добился, понимаете что? Вот сейчас он понимает то, что интуитивно все равно он от вас зависим, эмоциональная здесь связь все равно с вами присутствует, да. Сейчас у него полно страхов, теперь он оказался жертвой сам. Хотя он мог, понимаете как, выйдя из этих ваших отношений, да, он хотел вас, смотрите, своим непроявлением, наоборот, вас оставить в позиции жертвы. Но я так понимаю, то, что женщина здесь наоборот переигралась, что теперь он здесь в позиции жертвы. И что ты этим хочешь сказать, что... Конечно, а вот теперь вы ему что говорите? А теперь, дорогой, попробуй. Теперь попробуй до меня доберись. Я тебе, дорогой мой, к себе не подпущу. Я стала по отношению к тебе очень холодной, далекой, не исключая того, то, что между вами расстояние, но и вообще здесь женщина ментально от него отстранилась, да? И он говорит, какая же ты жестокая стала, как ты меня остерегаешься, ты теперь для меня звезда, ты для меня женщина, та, которая от такой женщине, как ты, теперь можно мечтать. Какая ты стала. Так, а почему тебе эта королева мечей не нравится? Ну-ка скажи. Ага, ну понятно. Тем самым, ну, во-первых, он понимает о том, что, во-первых, у вас здесь есть и другие ухажеры, да? Он все равно понимает. То, что вы, женщина, теперь на данный период времени разборчивая стали. Ну и вообще, я вам скажу, конечно, если не будем рассматривать, да, других, как ни крути, он все равно думает, что кто-то у вас здесь есть. Понимаете, что? Ну, в принципе, для вас это хорошо. А вот для него, да, ну, во-первых, он вас пытается здесь зеркалить. Это раз. Во-вторых, то, что вы здесь мужика в нем не видите. Понимаете как? А здесь лицом-то в грязь падать не хочется. Понимаете? Тем более, ой, он здесь столько времени здесь прошло. Вообще он такой тормоз. Хотя я вам скажу, он вас сексуально здесь хочет. Понимаете как? Но у него в нем столько злости. Такой обиженный здесь на вас мужчина. Понимаете как? Так, а почему ты обижен еще? Ну-ка скажи. Так, 2 карты. А почему? Потому что все. Понимаете как? Шансов вы ему больше не даете. Он о вас, кстати, мечтает здесь. Во-первых, я вам скажу, да, из-за своего треугольничка все, лишился вас. И вообще он здесь желает оставить и вас, и ту мадам, если вторая, да, у него там есть. Мужчинка здесь собственник, помимо этого иллюзионист. Понимаете? Это незрелая личность здесь. Незрелая.
А что, все, ему здесь кислород вы ему перекрыли, понимаете? И вы по отношению к нему стали. Вы ему шансов не даете, без него вам хорошо. Помимо этого, вы по отношению к нему стали тоже жадны на эмоции, на финансы, на теплоту, на проявление чувств. Здесь тоже вы, я же вам говорю, вы здесь друг друга зеркалите. И что-то в оконцовке хочет сказать этой женщине еще. Понимаете, что здесь много времени прошло, что вы его ангел, как ни крути, да, что все равно здесь мужчина нуждается в вашей помощи, нуждается. А еще могу сказать, да, что такое, что слишком много прошло времени, но у него перед вами есть какой-то долг. Долг. Но этот мужчина не возвращает. С чем это связано с долг? С детьми. Если у кого-то есть дети, здесь с детьми долг связан. Если у вас детей нету, ну вообще какая-то помощь от него должна. Может, он у вас денег занял, не возвращает. Здесь какой-то именно есть долг. Именно финансы. Понимаете? Что еще? Ну то, что все. Понимаете? Вот его душа о чем говорит. Все. Ты разрушила, и я собственными руками разрушил этот союз, после чего ты для меня закрылась, ты меня не знать, не видеть, ничего не хочешь. Понимаете как? А прошлое, ностальгия все равно есть по прошлому. Но вы в это прошлое все. Здесь женщина закрылась, все, говорит, дорогой мой, конец. Понимаешь, что надо было ценить тогда, когда я была с тобой. А здесь крик его души о чем, да, говорит, что... Когда мужчина был рядом с вами, он вас не ценил. Потерявший начал плакать. Понимаете, что? И с той женщиной, да, которая влезла в отношения. Ну что у него? Думаете, все прекрасно? Но ничего подобного. Понимаете, что? Все перед вашими глазами. А то, что он к вам, понимаете, может у кого-то он долго не выходить на контакт. Почему? Ну здесь корона давит. Ну как он к вам после таких вещей, которые он с вами совершил, он объявится и скажет, ну просто там, знаете как, пришел и сказал там, как ни в чем не бывало. Но он же понимает, что здесь все уже. Здесь на кривой козе не подъедешь никак. Либо ты идешь как человек нормально, но хотя здесь женщина уже все. Здесь настолько она уже в этого мужчину не верит. Хотя... Союз у вас здесь, в принципе, был долгий, но женщина здесь полностью в нем, как и в мужчине, как и вообще, если он был ваш супруг, то у кого-то здесь есть развод происходит на данный период времени. Понимаете? Кто-то с ним... Между вами еще здесь жесткий конфликт есть, предательство есть, он вас променял здесь. Дети есть, если они у кого здесь есть, да, если детей нету и вы не были в семейном союзе. Все равно здесь муж, не муж, любовник, неважно, здесь просто мужчина вас использовал. Понимаете как? Ну, я думаю, такому мужчине грош цена. Ну, а женщина, слава богу, здесь оказалась за головой. Вот так вот, мои дорогие друзья. Таков был разговор с его душой, крик его души. То, что не все так плохо, ой, не все так хорошо, как кажется. Душа его одинокая, понимаете? Возможно, его никто не понимает. Вот одиночка он. Не зря же он здесь в отшельниках. Отшельник вышел. Понимаете, на душе все равно тяжесть, у него тяжесть есть. Причем, но здесь такой сложный мужчина, да, никогда не возьмет, не признает свою вину. Вы что, здесь корона слетит. Понимаете? Вот такой вот у нас был расклад. Дорогие мои друзья, также хочу сказать всем, кто хочет оказать помощь в поддержку канала, пожалуйста, мои донаты будут в описании к этому видео. Для личного расклада пишите мне на WhatsApp или Instagram. Также скидки продолжаются до конца января. Я всем желаю вам встретить хорошего партнера, достойного вас. Ну, женщина здесь уже не глупая, так что особо не страшно. Понимаете, здесь от таких иллюзионистов, манипуляторов и сказочников, я думаю, ну, достаточно, вы же с ним прошли уже урок. Ваш кармический был партнер. Я думаю, то, что этот опыт вам в жизни пригодится, чтобы не попасть, знаете, как в лапы опять такому же персонажу, как этот. Решать вам, как всегда, мое дело разложить и показать, что творится с этим человеком. И также хочу вас поблагодарить за обратную связь, за ваши комментарии, подписки, лайки. И также обращаюсь к новым зрителям. Подписывайтесь на канал. Я буду радовать вас новыми видео раскладами. Всем хочу поблагодарить, всех хочу поблагодарить и до скорой встречи.